Привет всем! Меня зовут Анжелика, и сегодня я хочу с вами поделиться своими продвижениями по процессам. Также у меня за это время, которое мы с вами не виделись, уже появился один финиш и еще один сюрприз. Это сюрприз был, э, собственно говоря, даже для меня самой, в том плане, потому что я как бы отошла от своего запланированного плана, которое вот буквально недавно вам все это рассказала, и ворвался мне э, такой, в общем, сюрприз я вам покажу. И он и как для меня я получила удовольствие, так и получается у меня будет второй финиш. И для вас тоже это будет сюрприз. Сейчас не буду раскрывать все карты. Вот. Перед вами лежат три процесса, по которым три сюжета, по которым я продвигалась. Вот. А сейчас я вам покажу то, что у меня... Начнем с финиша. То, что у меня было закончено. Так, сейчас. Вот мои шары. Чудесная работа. Финиш, это первый финиш этого года. Хоть я и вышивала весь прошлый год, он был у меня, напомню, начат в 2020 году, прямо в новогоднюю ночь. Ну и завершила я его вот. Вот такая вот красота. Это первый мой дим. Работа была очень легкая. Я как бы не могу ни с чем с другим сравнить, потому что это первая моя работа от фирмы Dimensions. Ну, судя по тому, что рассказывают девочки, есть работы даже маленькие, и они бывают сложные. Эта же работа не маленькая, но она, я думаю, самая простая. Получила кучу удовольствия. Единственное, что вот у меня в небе, я покажу вам свою изнанку, не пугайтесь, как я вышивала ее. Вышивала, как говорится, и по горизонтали, и по вертикали. Что я тут, конечно, не пробовала, как не старалась, чтобы мне было удобно, и гобеленовым стежком. Ну, в общем, по-всякому. Первые здесь мои фрузелки. В принципе, еще они ничего получились. Мне нравится. Сам процесс понравился. Хотя до этого я вообще фрузелков никогда не делала. И, честно вам скажу, немного их даже побаивалась. Ну, в общем, результатом я очень довольна. Картина яркая, классная. Ну, в общем, все супер. Готова, собственно, к оформлению. Вот. Ну, не будем на ней долго останавливаться, так как вы все ее уже знаете. Покажу вам продвижение «Садовая калитка». Вот превью. И то, что у меня, какие произошли изменения. Посидела я над ней один вечер. Вышивала я ее на руках. Сначала начинала на пяльцах, потом сняла, канва дубовая. И пошла я на руках в 2 прокола. И как бы мне понравилось, потому что быстрее, что ли, и удобнее мне на руках. Никак себя не заставлю вышивать на станке, хотя у меня есть и станок от арабеска, от Иволга арабеска, и пялец у меня куча. Но вышиваю я, стараюсь, конечно, на пяльцах, но бывает такой грех, что и на руках. Вот то, что я навышивала. Сравните с картинкой то, что у меня было, и то, что получилось. Ну, опять же, я вам скажу, посидела я над ней всего лишь один вечер. Вот, это моя садовая калитка.
Давайте посмотрим дальше. Следующий Joy Sunday. Вот такой вот букет. Ему я тоже посвятила не очень много времени, пару вечеров. И то, что получилось. Еще, конечно, тут явных таких продвижений не видно. Ну, потихоньку двигаю. Потихоньку двигаю. Вы посмотрите то, что было. И то, что есть. Вот не могу себя заставить сесть и повышивать хотя бы несколько дней, неделю, чтобы это было явно заметно продвижение. Я все время куда-то отвлекаюсь. То на одно, то на другое. Вот такая вот я несобранная. Вышиваю я здесь по нанесенке, как вы видите. И здесь у меня возможности нет считать крестики. Получается, у меня только ниточки считаю. Считаю в один день 15 ниточек, другой день там 10 ниточек. Вот. Пыталась я, конечно, и считать по кубикам, когда полная зашивка. Ну, где-то вот одна ниточка, если полностью никуда не уходить в сторону, зашивать полностью кубик, одна ниточка, это 100 крестиков получается. Вот. Вот такой вот мой шикарный процесс. Хочется мне его, конечно, закончить уже. Тоже я где-то год уже над ней сижу, пошел второй. Вот это вот мой Joy Sunday. Следующий процесс и какие в нем изменения покажу вам. Рождественская деревенька. И что же я здесь навышивала? Навышивала я здесь вот сколько. Вот здесь уже, конечно, у меня продвижения явные. Вот этот процесс меня захватил прямо. Сидела я над ней, наверное, тоже дней 5, 6. И уже церковь у меня закончена практически. Домик. Лошадушка нарисовалась. Извините, что помятое все. Видите, вышивала и на пяльцах, потом и на руках вышивала. В общем, по-всякому. 2 прокола. Ну вот на этом процессе у меня здесь явные уже продвижения. Очень мне нравится, прямо она на глазах растет. Просто супер. Вы увидите, какая разница. То, что было, то, что появилось. Такая вот чудесная, очередная по Dimensions, вернее, очередной сюжет. Ну вот все рассказывают, как очень любят Дим. Ну, не все, но есть такие. Я, наверное, тоже в их числе. Вот. И что я еще вам хочу рассказать? Это мой сюрприз, который был сюрпризом прежде всего для меня. Вот такая вот бескорнюшка. Проба пера. Первый раз я попробовала сшить бескорню. От результата я в восторге. Процесс обалденный. Вот так вот у меня получилось. Смотрела я, что-то лазила в Инстаграме. Вывалились схемки. И все. Мне срочно надо. Я тут же хватаю все свои остатки. То, что у меня есть там по ниточкам. Нашла канву. Совсем маленькие такие вот отрезы тоже в остатках. То, что было. И пошла вышивать. Вот с одной стороны она вот такая вот. Узор. С другой вот такая вот. Это все с остаточков. Обшила я бисером. Где-то, может, кривовато. Ну, старалась, конечно. Старалась, как могла. Наполнитель у меня здесь синтопон. Я ее сделала не очень такой пухляшом. Вот такая она у меня получилась. В меру упитанная.
Такая вот бескорнюшка. И вы знаете, наверное, я буду еще себе вышивать такие игольницы, потому что понравилось мне очень. Но потратила я на нее где-то неделю. Да, неделю я пока вышила одну сторону, потом пока вторую. Сборка тоже посидела, покуда все это собрала. Вот такая вот штучка. Теперь и у меня есть. Что же я за вышивальщица, если у меня нет игольницы? Такая красота. Бисера немножко я поднашила. С одной стороны и с другой. Ну, в общем, я рада. Я рада очень сильно. Она, конечно, такая, как игрушечка получилась. Но она у меня будет в качестве декора, так как я вышиваю одной ниточкой. Вот. Такая чудесная работа. Так что вот такие вот дела, девочки, у меня. За это время то, что я натворила, навытворяла. Получается у меня уже 2 финиша. Мои шары. Где они, я еще раз вам покажу. И без корню. Я довольна результатом. Вот. Такая вот красота. Спасибо вам большое за внимание. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу моей бескорню. Мне будет очень интересно, так как я сама себя тут нахваливаю, конечно. То, что как сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но вы напишите, что вы об этом думаете. И всем пока-пока.